everybody. Can everybody see that? Так, это всем видно, то, что я показываю? Can you see the screen, Eugenia? Yes, I can see it very clearly. Okay. Well, Всем все видно. good afternoon, everybody. And thank you for giving us the opportunity to talk to you today. Спасибо, что предоставили нам сегодня возможность представить перед вами эту речь. So this afternoon, I'm going to follow from Richard and talk a little bit more about individual fatty acids and how combining the fatty acids at the right time can give the best results for highly productive dairy cows. Сегодня я последую по стопам господина Ричарда и дополню его презентацию своими данными. Я расскажу вам, насколько важны жирные кислоты, как нужно их применять, как нужно их сочетать для того, чтобы достичь наилучших результатов. My screen isn't moving down. Что-то у меня не прокручивается. Okay. So we'll first of all we'll look at the key fatty acids for dairy cows. Сначала давайте посмотрим на ключевые жирные кислоты для высокопродуктивных дойных коров. A very important consideration is how individual fatty acids can affect overall fat digestibility. Одно из самых важных соображений – это как отдельные жирные кислоты влияют на общую усвояемость жира. We need to consider the role of fatty acids and the roles they play in productivity and how they can influence milk yield and milk quality. Нам нужно оценить, какую именно роль играют в рационе жирные кислоты, как они влияют на продуктивность коровы и как они влияют на объем и качество молока. And as Richard mentioned, we talk about providing fatty acids, not just fats. So we should be looking then at what is the ideal balance of fatty acids to feed across the whole lactation. Как ранее сказал господин Ричард, мы должны не просто давать коровам жир, мы должны дать им идеальный баланс, это целый профиль. Мы должны дать им именно то, что идеально им подойдет в период их лактации. And this then will hopefully give us the opportunity to look at how a couple of our specialist feed fats can help fit and create that ideal balance. И я очень надеюсь, что будет возможность для наших специалистов посмотреть на отдельные фермерские хозяйства и помочь им составить конкретный профиль жирных кислот в зависимости от их потребностей. So we have here the key fatty acids that we would generally discuss for high-yielding dairy cows. Здесь представлено перечень основных жирных кислот, которые мы будем обсуждать применительно к их потреблению молочными коровами. And palmitic acid and stearic acid are what you would class as saturated or hard fats. Пальмитиновая и стеариновые кислоты относятся к категории насыщенных кислот, то есть твердых жиров. They have a very high melting point. У них очень высокая точка плавления. And generally you would accept that these fatty acids are stable in the rumen and will bypass the rumen quite safely. И я бы сказал так, у них их основное отличие то, что они являются стабильными и они способны пройти сквозь среду рубца, не изменяясь никак. То есть они стабильны. But when we look at the unsaturated fatty acids, such as oleic acid, linoleic acid and linolenic acid, these have a lower melting point, and these would be liquid inside the cow's rumen. Если мы продвинемся дальше, увидим, приведены олеиновая кислота, линолевая кислота и линоленовая кислота. Точка плавления их очень низка, видите, 13, минус 5, минус 11. Это означает, что они находятся в жидком состоянии, и они попадают в жидком состоянии в рубец животного. And this is why if we want to deliver these fatty acids to the small intestine, we must protect them in the rumen. А это значит, что если мы хотим доставить их в неизмененном виде в тонкий кишечник животного, мы должны защитить их от среды рубца. And the reason we protect them in the rumen is for two main reasons. Причина, по которой есть две причины, по которой мы защищаем эти кислоты от среды рубца.
We want to protect the rumen from the damaging effects of having too much liquid fat in the rumen. Прежде всего, нужно защитить рубец от негативного воздействия избыточного содержания жидкого жира внутри. But we also want to protect the fatty acids from the hydrogenating effects that can happen in the rumen. Также нам нужно защитить и сами жиры от их биогидрогенизации, которая может с ними произойти внутри рубца. So when we create a supplementary feed fat that includes levels of unsaturated fatty acids, we have to create a protected fat to deliver them safely to the abomasum. Получается, что мы, создавая состав жировой добавки, мы обязаны защитить вот эти кислоты, чтобы они прошли нормально через рубец и спокойно дошли до сычуга. Yes, Mr. Birkett? Какая-то проблема у Нейла со связью. Yes, да. Юр, выключи. Да, он застыл, не двигается. Сейчас мы свяжемся с Нейлом еще раз, подключим полминуты. Jane, can you hear me? Oh, Neil, Yes. you're back. You're back, Neil. There was a problem with the connection. Can I please start again from the linolenic acid? Mr. Neil? Yes, hang on 2 seconds. Can I please return back a little bit? Okay, I need to share my screen. Yes. Here we go. Ну, все. Так, поехали. And we need to go up a page, don't we? Yes. Okay. So, where were we? Yes, if we produce a supplementary feed fat that contains these unsaturated fatty acids, it is very important we provide them in a rumen-protected form. Вот мы начинаем производить вот эти жировые добавки в корм животному. Нам очень важно вот эти кислоты защитить от рубца, для того, чтобы они дальше прошли сквозь рубец в неизмененном виде. We have to protect the rumen from the fat, and we have to protect the fat from the rumen. То есть защищаем этот жир от рубца, защищаем рубец от жира. So now we can move on and look at some of the effects of individual fatty acids. Двигаемся дальше, смотрим, как действуют отдельные жирные кислоты. And one very, very interesting finding is with palmitic acid, as we increase the amount of palmitic acid fed to the cow, the level of fiber digestion also improves. Очень интересная находка была сделана в отношении пальмитиновой кислоты. Здесь на графике видно, что чем больше пальмитиновой кислоты потребляется животным, тем улучшается, тем лучше становится уровень перевариваемости неперевариваемой клетчатки, НПК. And there was a question earlier about what effects fatty acids have. Well, obviously, if you increase fiber digestion, you can help with milk quality. И раньше был такой вопрос, как именно жирные кислоты влияют на жирность молока. Если вы здесь повышаете содержание жира, вы повышаете перевариваемость клетчатки, и это влияет напрямую на жирность молока. Now, one of the very interesting points is as you feed more and more fat, it is generally accepted that the overall digestibility of the fat starts to decrease. И что еще интересно, чем больше жира вы вводите в рацион животного,
усвояемость жирных кислот, наоборот, падает. But when you look at palmitic acid, as the level of palmitic acid increases, the digestibility remains very stable. Что касается пальмитиновой кислоты, то при ее более и более интенсивном введении в рацион перевариваемость ее остается стабильной. However, when you look at stearic acid, А если вы посмотрите на what is it? stearic, C18-0, stearic acid. Да, если посмотреть на стеариновую кислоту, то при повышении ее потребления, ее перевариваемость, наоборот, ведется по-другому. So as we increase the levels of stearic acid, the digestibility of all fatty acids starts to decline quite rapidly. Как только мы начинаем вводить все больше и больше стеариновой кислоты, то общее переваривание жирных кислот начинает снижаться. And as Richard explained earlier, there is a high level of stearic acid leaving the rumen from the base diet. Как ранее сказал господин Ричард, большое количество стеариновой кислоты может задерживаться в рубце из-за того, что корова уже употребила, что уже она съела, предыдущее. So a hydrogenated supplementary fat that brings more stearic acid is not desirable for the high-yielding cow. И для высокопродуктивных коров еще добавление дополнительной стеариновой кислоты, что может вызвать биогидрогенизацию их в рубце, крайне нежелательно. Quite interestingly, when we looked at oleic acid, Вот что интересно, если посмотрим на олеиновую кислоту, tests were done where oleic acid was infused directly into the abomasum. были проведены тесты. При этом олеиновая кислота была введена напрямую в сычуг животного. And as we increased the level of oleic acid infusion, then we saw an increase in total fatty acid digestibility and an increase in the level of total fatty acids absorbed. И при увеличении введения олеиновой кислоты в сычуг животного мы наблюдали повышение ее перевариваемости, усвояемости, а также повышение усвоения всего профиля жирных кислот. So again, if we want to make our supplementary fats highly digestible, it is very important to deliver oleic acid to the abomasum very safely. Отсюда вывод, что если мы хотим повысить перевариваемость и усвояемость жирных кислот, нам необходимо доставить олеиновую кислоту в сычуг животному в неизмененном виде. And this is one of the critical key points as to why Megalac is so very successful. И именно это является ключевым моментом, почему Мегалак настолько успешен. Because the Megalac calcium salt will deliver a high level of oleic acid safely to the abomasum. Потому что соли кальция, произведенные Мегалаком, бренда Мегалак, способны доставить олеиновую кислоту в защищенном виде в сычуг животному. So just moving back to various fatty acids, we see here palmitic acid, and this was an experiment to measure palmitic acid against a control. Двигаемся чуть-чуть назад. Мы снова возвращаемся к пальмитиновой кислоте. Здесь мы смотрим перевариваемость пальмитиновой кислоты и ее содержание в молоке, содержание жира в молоке. Мы берем контрольную группу и группу, которая потребляла пальмитиновую кислоту. So we have two diets with identical energy. Здесь представлены две диеты, два рациона с идентичным содержанием энергетического баланса. But the diet with the higher level of palmitic acid, the PA diet, palmitic acid, produced a higher percentage of milk fat. Однако группа, которая потребляла рацион богатый пальмитиновой кислотой, вот здесь представлена зеленым столбцом, она давала молоко жирностью до 3,8%. And this, as a continuation, this is a measure of the weight of fat produced.
А здесь, как продолжение, здесь взвешивание выхода молочного жира. So again, the cows fed palmitic acid produced higher percentage fat, but also a greater weight of fat because of the yield improvements. Опять-таки, вы видите, что группа, которая потребляла пальмитиновую кислоту, она давала молоко более жирное, и, соответственно, выход жира в чистом виде, в чистом взвешенном виде, составлял 1,6 килограмма. And if you look at the meta-analysis, this is very, very, very consistent. И если взглянете вот сюда на мета-анализ, эти данные будут вам очень-очень-очень наглядны. Они полностью согласуются с тем, что я сказал. There are no failures, there are no depressions of milk fat. Видите, здесь нет провалов, здесь нет сбоев, никаких, так сказать, отступлений, откатов к какому-то более низкому содержанию жира не наблюдалось. Молоко было жирным. So you can be very confident if you feed a supplementary fat that is high in palmitic acid, you will get a positive response in milk fat yield. So, здесь можно быть совершенно уверенным. Если вы скармливаете им пальмитиновую кислоту, то в жирности молока вы тоже можете быть совершенно уверенными. However, there has always been concerns about feeding milk fat to cows in very early lactation. Однако, что вызывает наибольший интерес, это начало скармливания пальмитиновой кислоты. Важно начать ее скармливать в ранний период лактации. People are worried about negative energy balance, reducing dry matter intake, and the increased risk of metabolic disorders. Потому что люди беспокоятся о том, что у коровы отрицательный энергетический баланс, о том, что у коровы снижается потребление сухого вещества в начале лактации, и у нее повышенный риск метаболических нарушений. So they did a trial where 50% of the cows had no palmitic acid and 50% received palmitic acid. And this was fed at 1.5% of the dry matter intake. So I would imagine maybe 350 to 370 grams per cow per day. Итак, был проведен опыт, при этом было взято стадо, 50% из них, 26 голов, были оставлены в качестве контрольной группы, 50% 26 голов получали пальмитиновую кислоту. При этом они получали где-то порядка 305 грамм на голову. And this was fed from day 1 to 24 days in milk. Они получали пальмитиновую кислоту с первого дня до 4-го дня в свой новотельный период. And then from day 25 to day 67, the cows were split again. Потом, в пиковый период с 25 дня до 67-го, обе группы были еще раз поделены внутри себя. So some cows remained with no palmitic acid. Некоторые как не получали пальмитиновую кислоту, так и не получили ее. But some of the control cows had palmitic acid introduced. А другая половина из контрольной группы начала получать пальмитиновую кислоту. And the reverse in the group that had palmitic acid. Some continued and some had palmitic acid removed. Вот и, соответственно, реверсивная картина была произведена и в группе, получавшей пальмитиновую кислоту. Половина из них перестала ее получать, а половина продолжила. So we can see here that in both situations, both early and at 25 days, all the cows that receive palmitic acid produce more milk. Мы видим картину одинаковую в обоих периодах, как и в самом новотельном периоде с 1 по 4 день, и также с 25 дня. Мы видим везде, что та группа, которая получала пальмитиновую кислоту, демонстрировала устойчивое повышение количества молока в килограммах. And the cows that had palmitic acid introduced also saw an increase in milk. И та группа, которая только начала получать пальмитиновую кислоту с 25 дня, она начала демонстрировать повышение своей удойности. Again, this particular looks at milk fat yield
So we can see again consistently the cows that had palmitic acid in both groups produce significantly more milk fat. Этот слайд отражает количество молочного жира, жира в молоке. И там черная линия показывает вам стабильное повышение и стабильное удерживание повышенной жирности в молоке. В прерывистой линии показана группа, которая только начала получать пальмитиновую кислоту, однако она тоже повысила жирность своего молока. So we can confidently say that as long as the cow is healthy and the diet is balanced, palmitic acid will increase milk fat production. Можно с полной уверенностью сказать, что пока корова у вас здорова и пока она получает сбалансированный корм, введение пальмитиновой кислоты в ее рацион улучшит выход жира в ее молоке. But when we start looking at the cow's body weight, Посмотрим на массу тела коровы. we can see here Можно увидеть, that in the first 3 weeks of lactation, the cows that were fed palmitic acid saw a steeper decline in body weight. мы увидим, что коровы, которые получали пальмитиновую кислоту в первые дни после отела, в первые недели после отела, демонстрировали значительное снижение массы тела по сравнению с контрольной группой. This can be because of 2 reasons. They produce more liters and more milk fat, so they lose more body weight. Здесь может быть 2 причины. Во-первых, они давали больше литров молока с более высокой жирностью, и, конечно же, это способствовало потере массы тела. But also because we know that palmitic acid inhibits insulin, Но также мы знаем, что пальмитиновая кислота ингибирует выработку инсулина. so none of the energy from palmitic acid is used by the cow to protect body condition. То есть не вся пальмитиновая кислота могла усваиваться организмом и тем самым поддерживать ее массу тела на необходимом уровне. The cow will partition energy from palmitic acid for milk yield and milk fat production only. То есть пальмитиновая кислота принимает участие только в улучшении жирности молока и повышении количества вырабатываемого молока. Только. However, in contrast to palmitic acid, when we infused oleic acid into the abomasum, we actually saw that plasma insulin increased. В отличие же от пальмитиновой кислоты, при введении олейновой кислоты в организм животного мы видели устойчивый рост содержания инсулина в плазме крови животного. So here we have a fatty acid that is almost replicating a glucogenic effect. То есть мы имеем дело с жирной кислотой, практически полностью повторяющей глюкогенный эффект. And we know that if the insulin level is increased, the cow will partition energy to body condition. И мы знаем, что если повышается уровень инсулина, то корова может получить больше энергии из потребляемого корма и жира для того, чтобы поддерживать свой организм, свое тело в необходимой кондиции. So we can see if we can safely deliver oleic acid to the small intestine, То есть, если мы способны довести олейновую кислоту в защищенном виде до тонкого кишечника, this will very importantly help us produce more milk, but also protect the cow's body condition and fertility. тем самым мы способны добиться от коровы повышения удойности, повышения жирности молока, однако при этом сохранив кондицию ее тела, состояние ее тела, и при этом сохранить и улучшить ее фертильность. And so just a little summary, we can see palmitic acid will boost milk fat. Итак, что мы здесь узнали? Вот маленькое резюме. Мы знаем, что пальмитиновая кислота повышает содержание жира в молоке. The cow will partition it towards milk production and milk fat. Способствует распределению питательных веществ в пользу молока и молочного жира. It will block insulin. Однако блокирует инсулин.
So it benefits from the interaction between itself and oleic acid to help get a nice balance of energy partitioning in the cow. Однако она является очень благоприятной для животного при взаимодействии с олеиновой кислотой. Тем самым она способна поддерживать и уровень продуктивности животного, и одновременно поддерживать его в нужной кондиции тела, не нарушая генотип. With stearic acid, we know it has low digestibility. Что касается stearic acid, sorry? Yes, stearic, yes, stearic acid, yes. Стеариновая кислота отличается относительно низкой усвояемостью. And as more and more stearic acid reaches the small intestine, the digestibility of all fats decreases rapidly. И чем больше стеариновой кислоты попадает в тонкий кишечник, тем больше падает усвояемость других жирных кислот. So there is little value in having a high level of stearic acid in a supplementary fat. То есть у нее очень малая ценность, она стоит очень мало при большом количестве. Ее не надо так много вводить, потому что она практически бесполезна. У нее очень низкая ценность. With oleic acid, we know it's highly digestible. Что касается олеиновой кислоты, то она высоко перевариваемая. We know it stimulates insulin production. Мы знаем, что она способствует выработке инсулина. And so we know it will help partition energy towards body reserves and helping fertility. И она способна перераспределять питательные вещества, которые получает корова вместе с кормом. Она способна их перераспределять в пользу естественных запасов организма, поддерживая его кондицию и поддерживая фертильность животного. And it can also boost the overall digestibility of the other fatty acids. Также она очень способствует общей усвояемости потребляемых жирных кислот. And of course, it has this very, very important interaction and relationship with palmitic acid, and they prove to be two very essential fatty acids to feed to the dairy cow. И ее взаимодействие с пальмитиновой кислотой было, так сказать, показано, что это очень благоприятное воздействие. Входя в синергию, они помогают поддерживать и уровень продуктивности коровы, и поддерживать общую кондицию и здоровье животного. So, we can see the different effects of individual fatty acids. We now need to look at what the ideal combination of fatty acids would look like for the cow. И вот мы рассмотрели отдельное действие отдельных жирных кислот, что каждая из них делает сама по себе. Сейчас же мы хотим посмотреть, каким же будет выглядеть идеальное сочетание этих жирных кислот для рациона животного. So in this trial, there were 4 diets. There was a control diet with no supplementary fat. There was a diet where the supplementary fat was 80% palmitic acid and 10% oleic. Вот здесь представлены данные по опытам, которые производились над коровами. Коровам были представлены 4 рациона. Из них черным было отмечено, это контрольная группа, которая не получала никаких жировых добавок вообще. Красным получала сочетание пальмитиновой и олеиновой кислоты в пропорции 80 пальмитиновой, 10 олеиновой. A diet with supplementary fat that was 70% palmitic and 20% oleic acid. Оранжевая получала 70% пальмитиновой и 20% олеиновой кислоты. And the final one was 60% palmitic and 30% oleic. И группа, которая здесь обозначена синей линией, получала 60/30. And you can see with dry matter intake, all 3 diets set off at very, very similar levels of intake. Ну, как видите, здесь при общем уровне, при, так сказать, одинаковом уровне потребления сухого вещества, все диеты стартовали, в общем-то, с одной точки, с очень похожего уровня. But by week 3, the higher digestibility of the oleic acid was allowing cows to eat a little bit more feed.
Но к третьей неделе стало понятно, что та группа, которая получала больше всего олеиновой кислоты, она потребляла содержание вот этого сухого вещества, у нее было повыше, чем у других. Она усваивала больше. When it came to milk yield performance, incorporating solids, etc., you can see that the palmitic acid group set off very, very well with some tremendous production. Что же касается состава молока, я имею в виду содержание жира, твердых веществ и все прочее, вот взгляните. Та группа, которая получала больше всего пальмитиновой кислоты, она обозначена красной линией, она начала с очень хорошего старта, сразу показала прекрасный результат. But by week 3, all 3 supplementary fats were producing very similar milk levels and all significantly higher than the cows that had no fat. Однако к третьей неделе все 3 группы опытные, которые получали жировые добавки, сошлись практически в одной точке. Между тем, как контрольная группа, которая не получала ничего, продемонстрировала существенное падение в содержании твердых веществ в молоке. But when you look at body weight change, если посмотреть на изменение массы тела у животного, once again, we see the high palmitic acid cows dropping weight very, very quickly. мы увидим, что та группа, которая получала много пальмитиновой кислоты, она начала очень хорошо, но сразу же начала терять массу тела. И это происходило очень быстро. But the cows with the higher level of oleic acid А коровы, которые получали большее количество олеиновой кислоты, were protecting body condition a lot better. они защищали, они поддерживали свою массу тела, свое состояние гораздо лучше. And when we continue this for a longer period, И если продолжать давать им то же самое в течение долгого периода, you can see the yield performance of the cows is very, very similar over the whole period. то вы увидите, что 3 группы, которые получали вот эти жировые добавки, они будут, вести себя, в принципе, очень-очень схоже. Much improved over the cows that had no fat. Гораздо лучше, чем те коровы, которые не получали жировых добавок. But when we again go back to looking at body weight, Но если опять-таки вернемся и посмотрим на массу тела этих животных, if you look at the start body weight of the cows fed palmitic acid, посмотрите на как стартовала та группа коров, которая получала много пальмитиновой кислоты. and you come across to a period when you are perhaps looking to breed the cows, Вот здесь смотрите на период, где корова, вот она откармливается, вот. so perhaps in this period here, insemination, breeding, Возможно, что вот здесь у нас уже идет, так сказать, размножение и осеменение коровы в период осеменения. there is a sizable difference in body weight. Здесь очень даже заметное изменение, большая разница в массе тела этих животных. But when we look at the cows that have had a higher level of oleic acid, Посмотрим на данные коров, которые получали большое количество олеиновой кислоты. we can see in that similar period, the body weights are much closer. Вы посмотрите, что в какой-то момент у них их масса тела очень близка. So preserving body condition is very, very important for cow fertility. А сохранение массы тела животного очень-очень важно для сохранения ее фертильности. So hopefully we can see a scenario now that oleic acid is very important for the fresh cow, and palmitic acid is very important for the cow at peak and post-peak yield. И вот здесь, я надеюсь, вы увидите, какая здесь разница. То есть олеиновая кислота нам важна, так сказать, на протяжении после 3-недельного срока, также очень важна. А пальмитиновая кислота, the palmitic acid is important for peak and post-peak cows. для коров после отела
вот, да, после отела и в момент отела, в период отела. And if you were to create the ideal fatty acid combination for the whole period, you would Yes. probably look at this 60-30 ratio. Если же вам нужно составить идеальный рацион для коров в течение всего периода, то вам следует обратить внимание на соотношение 60 пальмитиновой и 30 олеиновой кислоты. So again, if this is the lactation curve, Итак, еще раз, вот перед вами представлена кривая лактации коровы. ideally you would feed a higher level of megalac in this fresh period, Было бы идеальным давать корове в ее новотельный период, сразу после отела, давать ей мегалак, вот здесь. an even mixture of both products around peak, Где-то даже мешать оба продукта в момент отела, в период отела. and you would aim to feed a higher level of a high C16 fractionated fat in this period here. И давать ей высокое соотношение S16 и S18 вот в этом периоде. So, in this period, В этом периоде a higher level of an 84% calcium salt fat, вам нужно давать больше, высокое содержание 84% соли кальция. and in this period, a higher level of a 99% fractionated fat. А вот здесь лучше давать ей 99% фракционированный гранулированный жир. And in this period here, А вот здесь, в этом периоде, a nice mixture of both together. хорошо было бы смешать оба вместе, оба давать. Okay, so Ну, так. this is just an example. Richard has shown you an example of megalac, and this is just an example of our 99% fat, our fractionated high C16 fat. Ричард показывал вам некоторые данные по другим кислотам. Я бы хотела вам показать некоторые данные по нашему жиру 99%. So high melting point, exceptionally room and safe. Видите, очень высокая точка плавления, то есть это исключительно безопасно для среды рубца. Very, very high inclusion of palmitic acid. Очень высокое включение пальмитиновой кислоты. So generally much higher than a typical range of other products. Это гораздо выше, чем типичный диапазон продуктов, которые содержат много пальмитиновой кислоты. Это больше, чем у других. So this would be an ideal fractionated fat to support milk yield and high milk fat levels in the cow at peak and post-peak lactation. In a peak, I see. Я бы сказала, что это идеальный жир, который может помочь вам поддержать высокий уровень жирности молока и большой объем молока для коров в пик и постпиковый период. So, a very, very simple review. Volac Wilmar have invested research to produce a range of fatty acid to meet the global demand for for dairy cows. Ну, здесь очень краткое резюме, очень простенькое такое. Компания Volac инвестирует значительные средства для исследования, для научных разработок, для того, чтобы быть способными встретить вызовы и удовлетворить потребности рынка. We can help improve milk and milk fat production in all stages of lactation. Мы способны улучшить качество молока и содержание молочного жира в ранней, средней и поздней стадии лактации, то есть на протяжении всей лактации. We understand the right balance of fatty acids to help control negative energy balance in early lactation. Мы понимаем роль потребляемых жиров и их роль в закрытии негативного энергетического баланса, который, как правило, испытывает корова в период ранней лактации.
we know the right fatty acids to improve the digestibility of not only the fats themselves, but also fiber digestibility in the diet. Мы знаем и понимаем роль получаемых жирных кислот, которые помогают не только усваивать другие жирные кислоты, но также и помогают переваривать саму клетчатку, получаемую в корме. And with that, we can improve fertility and help increase production at the same time. То есть мы полагаем, что мы вполне способны улучшить фертильность стада, несмотря на повышение их удойности. And for those of you who use the internet or social media, Для тех из вас, кто пользуется интернетом или кто участвует в соцсетях, you can find some tremendous information on our website, and you can find us on Facebook and on Twitter. вы можете найти огромный объем информации на нашем официальном веб-сайте www.megalac.com, а также найдите нас в Фейсбуке и в Твиттере. And you'll find lots of news articles and technical information from Richard and myself there. Там вы найдете очень много информации, там есть и техническая информация, там есть и статьи, и автор их, и господин Ричард, и я тоже их пишу. And I would invite everybody to have a look at some point at the Megalac website. Я был бы счастлив пригласить каждого из вас зайти на наш сайт и посмотреть на технические особенности применения мегалака. And yes, on behalf of Richard and myself, thank you very, very much for listening to both of us. We're happy to answer as many questions as you want to give us, but it's been a great experience. We've enjoyed it very much, and yes, we're happy now, I think, to perhaps stop sharing and or should we leave this slide on and answer questions? От себя и от лица господина Ричарда я бы хотела поблагодарить всех присутствующих за то, что вы выслушали наши презентации. Мы были очень рады поделиться с вами этими знаниями. Скажите, пожалуйста, вот нам сейчас этот слайд оставить, мы готовы отвечать на вопросы, или как-то убрать, перестать демонстрировать экран, или пусть висит этот слайд? Пусть остается слайд, я сейчас вопросы буду задавать. Let the slide be like this. Okay. Okay. And now we start asking questions. Please. Да, пожалуйста. Вопрос. Существует мнение, что большое количество пальмитиновой кислоты в защищенном жире плохо влияет на состав молочного жира. Он меняется и у молокозаводов. Возникают претензии, что молоко фальсифицировано пальмовым маслом. Well, there is an opinion that an increased content of the palmitic acid in a feed, it influences negatively on the content of the milk, of the quality of the milk, because in the increased fat makes some doubts at the dairy factories. They start doubting, they say, this milk was falsed, it was faked, well, by palm oil. What can you say about that? The high level of the palmitic acid in the feed. I think a lot of the results and findings have come from the total amount of fatty acids fed, and I think this is where we need to be very, very careful. And one of the reasons we need to be careful is it goes back to the amount of unsaturated fatty acids in the rumen, depressing milk fats. So you have to understand the whole balance of all the fatty acids being fed. Ну, тут, знаете, скорее вопрос в том, что вы должны понимать вообще важность введения жировых добавок, потому что если с ним перестараться, незащищенные жиры способны нарушить среду рубца. Well, but what about the dairy factories? Okay. They believe it is faked milk. No, I believe if you start to feed excessive palmitic acid on top of an already saturated, a diet that's saturated with too much unsaturated fatty acids, then yes, I can see where they come to these conclusions.
but I think it's important to understand the whole balance of fatty acids. Да, я думаю, что если вы перестараетесь с пальмитиновой кислотой, добавите ее сверх какого-то разумного предела, а в добавлении к уже имеющимся жирам в рационе животного, тогда да, молочный завод, молокозавод может вполне прийти к таким выводам, что молоко сфальсифицировано. Поэтому я и говорю, вам нужно понимать весь профиль, весь состав жирных кислот, которые находятся в корме у животного. I believe, sorry, Richard, go on. Извините. No, are you finished, Neil? Go ahead. No, what I was trying to say was, I believe if you limit the amount of unsaturated fatty acids in the rumen, you can safely feed 1.5% of the dry matter intake of a palmitic acid fat and safely produce good quality milk. Я думаю, я мыслю как, если вы сможете ограничить потребление ненасыщенных жиров, unsaturated, ненасыщенных кислот, ненасыщенных жиров, и заменить их на защищенные, то тогда вы сможете совершенно безопасно довести норму потребления защищенных жиров до 1,5% от веса сухого вещества. И это не вызовет проблем. Gian or Igor, is the question relating to the milk processing factories thinking that there has been adulteration of the milk, i.e. that palm oil has been poured into the milk? Is that what the question means? Yes, they think that is some kind of a falsification, that is a false milk. Я так понял, что мы задаем вопросы, что молочный завод думает, что в молоко было подмешано пальмовое масло. Верно. Yes, they think that the palm oil was admixed into the milk, and they say that is adulterated. Yes, I think you will. You know, in those scenarios, you need to remember we're adding fatty acids into the diet. The milk fatty acid profile is to a large extent genetically controlled within the animal, so there are distinct limits of different fatty acids that the cow can produce. And you know, if you simply added oil into the milk tank, for example, to artificially pull up the milk fat level, the fat in the milk would not be present as triglycerides within the milk because it wouldn't get incorporated. So you would be able to detect that by fairly simple analyses at the milk plant, and the milk would also be most likely quite unstable. So those issues should be fairly easy to detect at the milk factories by fairly standard analyses. Ну, здесь, знаете, вопрос на самом деле как бы не такой уж и сложный, потому что когда мы вводим в рацион животного полный профиль жирных кислот, конечно же, они проходят сквозь, весь этот профиль проходит сквозь организм животного. Она его перерабатывает, она потом выдает эти же жирные кислоты в другом виде. То есть они генетически уже изменены. Если же мы просто дольем эти масла, эти жиры в молоко, это легко будет обнаружить, потому что эти масла и жиры будут не в неизмененном виде. А вам это покажет любой самый простенький анализ, потому что этот жир, это масло, оно не будет инкорпорировано в состав молока. А при прохождении через корову, конечно же, он полностью инкорпорируется. But I mean, Neil has gone through the types of responses that we typically expect from different fatty acid supplements, and on a general farm level, we would typically expect somewhere between an increase in milk fat percent of between 0.2 to 0.3%. So fairly well within the standard increases that we expect from a dairy cow in milk fat percent. Господин Нейл вкратце уже, так сказать, осветил те вопросы, с которыми, как правило, сталкиваются с фермером. Но я вам так скажу, что введение жировых добавок, как правило, заставляет нас ожидать увеличения жирности на 0,2-0,3%. 0,2-0,3%. Спасибо за и вопрос по норме ненасыщенных жиров в рационе. The question. Тогда Нейл и Ричард сами определяются, кто отвечает. Well, can you please, Mr. Neil, Mr. Richard, tell us about the limit, the
lower and the upper limit for the consumption of the unsaturated fats. We want to know what is the normal rate of consumption for the unsaturated fats. What do you mean by rate of consumption? What do you mean, Igor? How much in kilograms or milligrams, I don't know, but how much unsaturated fatty fats must be consumed by the cows in order not to exaggerate, not to overcome some kind of a certain limit? I think you mean back to probably the guidelines. So, so you don't, a basal diet. So the normal diet you will put together from forages and cereals, remember, will only have around 3.5% maximum percent of fat in the dry matter. That will be primarily unsaturated fatty acids from the ingredients. So, мне кажется, здесь нужно вернуться к основным положениям, к основным руководствам по потреблению вот этих вот жиров, к их получению из натуральных кормов. У коровы есть потребности, и я вам показывала, да, что из каждого корма мы получаем разное количество натурального жира. Вообще у нас его норма потребления это до 3,5% от сухого вещества. So, for example, if your dairy cow is consuming 20 kilos of dry matter intake and the fat content is 3.5% in the dry matter, then she will be consuming around 700 grams of fat per day, most of which will be unsaturated. Получается, что если корова у вас поедает где-то 20 килограммов сухого вещества в день, при уровне 3,5%, это составляет порядка 700 граммов в день ненасыщенного жира. But if we start to increase the level of fat in the diet above around 3.5%, using unsaturated fatty acids, i.e. by adding vegetable oils or fish oil, for example, directly into the diet, that will primarily be unsaturated fatty acids, which will cause a lot of problems in the rumen. So you need to be really careful. Однако, если мы попробуем превысить этот уровень, к примеру, мы будем добавлять ненасыщенные кислоты, такие как растительное масло, либо рыбий жир, непосредственно в корм животному, мы, получается, превышаем норму 3,5%, и это приведет к многим проблемам. And certainly we will see with cows turned out to pasture, spring pasture, if any of your the farmers online are grazing-based herds, turning cows out to pasture in spring, those animals will be consuming grass with perhaps 3.5% fat, which is very rumen active. And of course, what happens when we turn cows out to grass in spring, then we get a major fall off in milk fat percent for exactly the reasons we've talked about, very rumen active. И на это нужно очень сильно обращать внимание в период, особенно после оттела и весной, когда у нее есть доступ к траве, потому что в этот момент жвачные животные потребляют вот эти вот траву очень активно, вот, и нам крайне важно выдержать этот процент, чтобы не превысить, иначе могут быть действительно большие проблемы со здоровьем. But it's much more difficult to establish requirements, actual research-based requirements for individual fatty acids, e.g. how many grams of palmitic acid or how many grams of linoleic acid does a dairy cow need per day. That's very difficult to establish, and we don't really know that as yet because so many transformations happen in the rumen that change those fatty acids due to biohydrogenation, for example. Ну, это очень сложный вопрос, потому что внутри животного происходит очень много трансформации, очень много преобразований, поэтому сказать прям вот идеальное соотношение для коровы это очень тяжело. Сколько нужно потреблять пальмитиновой кислоты, сколько именно олеиновой, каждой корове индивидуально, у каждой и даже биогидрогенизация проходит индивидуально, поэтому это очень сложно сказать вот прям навскидку. Another thing to consider also is if your base diet contains high inclusion levels of sunflower cake and other high oil byproducts,
then that base diet may not be 3 or 3.5% fat. It may be 4.5% fat. The base diet could be very high in fat. Еще у вас может быть базальная, так сказать, основная диета. Она тоже может отличаться. А что, если, к примеру, корове скармливается жмых подсолнечника? Или, к примеру, даются какие-то отходы после масложемного производства? Тогда получается, что базальная, так сказать, отметка содержания жира будет уже даже не 3,5. Там наверняка будет и 4,5 точно. И нужно всегда смотреть, что именно она ест. And this then, therefore, that can then have a limiting effect on just how much supplementary protected fat you can add safely to the diet. И вот именно это определяет, какое количество защищенного жира вы можете ввести в рацион, не подвергая ее опасности. Сколько безопасно можно ввести. Спасибо. Thank you. Нехватка жиров в организме КРС понятно. А как влияет переизбыток жиров? Как его определить? We understand the meaning of the shortage of the fats in the cow body. Well, but what is the overflow? Well, the excessive content of the fats. Is it really harmful? And how can you define that this cow has the excessive consumption of the fats? What happens? And how to define? Sometimes you can identify when there is excess oil and fat in the diet by examining the dung. The dung? The slurry. Feces. Feces. I see. То есть иногда просто можно понять, что животное потребляет избыточное количество жира, осмотрим ее экскрементов. So if there is a high level of unsaturated, unprotected fat in the rumen, если вы увидите, что если у нее в желудке, в рубце находится большое количество незащищенного жира, that will lead to a low level of digestibility of that fat as it passes to the small intestine. Это приведет к низкому уровню усвояемости этого жира, когда он доходит до тонкого кишечника. And if it's in real excess, you can often see that the feces is quite greasy and very, very slippy to stand on. И если корова действительно перекормлена жирами, тогда ее экскременты будут, как сказать, они будут жирные на вид и очень скользкие, если по ним поводить ногой. Вот даже встать не сможете. You will also probably have seen at that point in time a depression of dry matter intake and a depression of milk fat percentage. И вы это, разумеется, увидите в снижении потребления сухого вещества и в снижении жирности получаемого молока. If at the same time the cow is being fed reasonably high levels of starch, если при этом еще корова потребляет высокое содержание крахмалосодержащих кормов, you can often see subacute ruminal acidosis. Вы можете видеть у нее на копытах признаки ацидоза. And also, if you have formulated the diet to a minimum fiber required content, если же вы формируете для нее рацион, требующий минимального количества содержания клетчатки, excess free oil levels in the rumen will depress the digestibility and availability of that fiber. То переизбыток этого жира у нее в рубце снизит перевариваемость даже вот этой клетчатки, которая к ней поступает. Даже это не сможет переварить. So in effect, you could be underfeeding fiber at the same time. То есть вы будете недокармливать ее клетчаткой в это же время, одновременно. So one of the key things to look out for in your diet is to be fully aware of the level of unsaturated fat that is being fed in the rumen that is not protected. Вам на что нужно обращать внимание? Ключевой момент здесь – ваше точное знание, какое количество незащищенного, ненасыщенного жира потребляет корова, сколько ненасыщенных жиров жидких находится у нее в рубце.
and this is often referred to as RUFAL, RUFAL, and that is ruminant saturated fatty acid load. Это приводит к повышению нагрузки, так называемый руфал, то есть повышению нагрузки на рубец, вызываемой наличием незащищенных жиров. And I think just it's a very good question because it does emphasize the need to make sure we have a balanced diet, because if we overfeed or underfeed any particular nutrient, we will not get a good response from the dairy cow. So it's all about having a balanced source of nutrients. Это очень важный вопрос, очень хороший вопрос, потому что если у нас не сбалансирована диета, если мы ее чем-то недокармливаем, либо перекармливаем, то у нас уже идет перекос питательных веществ. Этот дисбаланс не даст вам получить нормальное количество хорошего молока. То есть оба перекоса в обе стороны равно плохи. Спасибо. Вопрос. Есть ли определенный уровень степени защищенности жиров в целых семенах льна? Is there any degree of the protection, of the fat protection in the whole linen grains, linen seeds? Do they have any natural protection of fat linen seeds? Do you mean linseed? Linen, yes. L-I-N-E-N. Yeah, I think, well, linseed, if you just add straight linseed into the diet, which is normally, about 40% fat, but high in omega-3 fatty acids, you will typically have very poor digestibility because the seed coat of linseed is very, 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 very tough, and the animal is typically not able to digest that very well. So simply by adding linseed, you will get a very high rate of passage of the linseed straight through the animal and into the feces. Ну, да, я поняла. С одной стороны, да. В льняном семени содержится до 40% жира. Оно очень насыщено омега-3. Вместе с этим оно довольно жесткое, и корова его переживать просто не может. И введение такого льняного семени будет, что означает? Как правило, это семя проходит сквозь корову практически в неизмененном виде и покидает ее вместе с экскрементами. Вот так вот происходит. So with linseed as an omega-3 source, we have to damage the seed coat in some way to allow the animal to be able to digest it through the seed coat. But it's quite difficult because if you do too much damage to the seed coat, the oil will become available and you will very quickly have a big fall off in milk fat percent. Но с другой стороны, да, это очень хороший источник омега-3, но для этого нужно слегка нарушить оболочку зерна. Тогда, конечно, омега-3 будет доступна для организма животного. Но если перестараться, если слишком сильно нарушить, это технически сложно. Выдержать правильную пропорцию, так сказать, обработки этого семени. Если перестараетесь, получается, будет высвобождаться тот самый жир, который там до 40%. И это опять-таки будет обволакивать клетчатку внутри рубца и повлияет негативно на выход молока. Корова будет меньше доиться. Вопрос. Введение в рацион в начале лактации, когда нужно давать? В сухостойный период? И за какой период до отела надо прекратить дачу жира? We want to ask you about the schedule of the introduction of the protected fat. Well, if we want to introduce it, at what period? Either in the beginning of the lactation? Shall we give it in a dry period? Which time before the calving we must give it? And when we must stop giving the introduction of the protected fat? Can you please describe us the schedule? The chart, how to, when? I'll just drop a few comments initially. If you look back to Neil's slide, who can comment as well, you can certainly introduce fatty acid supplements straight from calving. That will be
typical and recommended but we need to be very careful in terms of the type of fatty acid that you feed. So yes. Да, вот если мы сейчас вернемся, посмотрим на слайд господина Нейла, вот здесь показано, что да, нужно давать прямо вот с момента отела. Вот. Ну, как правило, это вот не совсем является типично, но мы рекомендуем. При этом нужно соблюдать осторожность, нужно смотреть, какие именно жирные кислоты вы даете животному. So we need to be, yes, we feed fat, but we need to feed the right fatty acids, which Neil can comment on in a moment. When we look at the dry period, then really there's a lack of research information looking at the benefits of fat supplementation during the dry period. So we need much more research to determine the benefits of or otherwise of feeding fat supplements through the dry period. We just don't have the same amount of information available. Да, значит, во-первых, я хочу подчеркнуть, мы кормим их не жирами, а жирными кислотами. Это совершенно другое. А во-вторых, хочу вам сказать, что у нас не хватает исследований о влиянии потребления жирных кислот в сухостойный период. Вот, и поэтому сейчас господин Нейл продолжит мою мысль, но нам нужно больше исследований о том, как именно управлять потреблением жира животным в момент его сухостойного периода. If I can just make a comment now. Вот сейчас я хочу привести свой комментарий. With a calcium salt product such as Megalac, с такими продуктами, как Мегалак, который содержит соли кальция, generally you would commence feeding at the very, very start of lactation. Вам рекомендуется введение в рацион в самом начале лактации. It can be fed just in advance of calving. И его можно и перед отелом тоже давать можно. But at a much reduced rate. Но в очень сниженном объеме, мало. And you don't want to feed it too soon before calving because it obviously brings a content of calcium which is not desirable. И также сразу после отела давать нежелательно, потому что если давать, это привнесет содержание кальция в молоко, а это нежелательно. And then if you look at the other question as to how long you should feed fat. Но если мы посмотрим на вопрос так, сколько нужно давать вот этот жир? You may well have a lactation curve that lasts for 300 or more days. То посмотрите на эту кривую лактации. Она длится, получается, с 0 по 300 день, где-то вот так вот, 300 дней. But it is often considered by many milk producers that somewhere in this 200 days to 250 days into lactation, that is a typical, somewhere in this area here would be when farmers would consider taking fat, a supplementary fat out of the diet. Но, как правило, что происходит? Вот здесь между 200 и 250 днем типично, как правило, стандартно, вот здесь фермеры уже убирают из рациона животного жировые добавки. They may well consider it commercially not viable to be feeding fats in the latter part of lactation. Ну, потому что они думают так, коммерчески это не совсем обоснованно давать жировые добавки в конце лактационного периода. И последний вопрос. And the last question, please. Есть ли данные по применению жиров на откорме КРС и какой жир там нужен? Do you have any data for feeding of the cattle with those fats, and what are those data? What are the results of feeding the cows with these fats? When you introduced these fats to the feed of the cattle, of the dairy cows, and what were the results? You mean beef cattle? Вы имеете в виду какое? Мясное? Стадо мясное? Yes, beef cattle. Yeah, in terms of research data, there are very little research really on fat supplements in the beef industry, but the general principles of adding fat to
any ruminant ration is the same as we've talked about, because it allows us to increase the energy density of beef diets, again, without adding to the risk of acidosis to beef cattle, and which helps in terms of animal health and reducing lameness and things like that. So more research is needed, but the general principles of what we talk about in the dairy cow, of the benefits of fat, are equally relevant to all ruminant diets, whether it be beef cattle or sheep or goats or any other ruminant. I see. Что касается мясного скотоводства, здесь очень мало исследований, но практика вообще введения жировых добавок, она очень распространена для жвачных животных, вообще для крупного скота. Это введение жировых добавок очень способствует увеличению энергетической плотности корма. То есть животное получает достаточно много корма, оно себя хорошо чувствует. При этом этот жир не дает возможности развиться ацидозу, вызванному избыточным потреблением энергетических добавок. Плюс к тому же хорошо влияет на здоровье животного, но здесь опять-таки нужно больше исследований. Как правило, специально выделенных исследований, которые касались только мясного стада, их не проводилось. Но отмечено общее благоприятное влияние на здоровье жвачных животных. То есть те же самые данные, которые относятся к молочному стаду, можно отнести также и к овцам, и к свиньям, и к козам. То есть все это также вполне релевантно. There's also growing interest in studying the effects of fatty acids on taste of meat and also the marbling of fat in beef. А еще сейчас имеется очень высокий интерес, он растущий, о том, как влияет введение жировых добавок в корм животного на вкус мяса и на его мраморность, то есть на расположение жировых прожилок внутри сека мясного. So they're studying the effects of, say, for example, omega-3 and its ability to improve the taste of beef. Например, ведутся сейчас исследования о влиянии жира омега-3 на вкус говядины. But these are very early studies at the moment. Но сейчас это, знаете, только в самом начале, только, можно сказать, на заре, только начались исследования. Спасибо. Нейл, спасибо, Ричард, презентации. Хотел добавить, что вот сайт megalac.com мы на русском будем выкладывать статьи, которые наши коллеги в Великобритании пишут. Также можете присоединяться к социальным сетям, как Volac Wilmar, так и Protect&Feed. И запись этого вебинара будет выложена в течение 2 дней на YouTube-канале Protect&Feed. Мы вам сделаем. Спасибо участникам за то, что посетили. Надеемся, что было полезно. Thank you very much for all the participants. Well, the record of this webinar will be uploaded to our Protect&Feed channel in YouTube. Please come and join us there. Moreover, the official site of Megalac is going to upload the translated articles from your website. It will be translated into Russian, well, for the participants who want to gain more info about you. Thank you, Eugenia. Thank you very much, Igor. Спасибо большое, Игорь. Благодарю вас. And on behalf of Volac Wilmar, thank all the participants for kindly listening to us for such a long period of time. От лица Volac я хочу выразить живейшую благодарность всем участникам за то, что слушали нас, причем так долго слушали. And I look forward very, very much. Once travel restrictions are lifted, I really look forward to coming back to see all my friends in Russia and to working with you face to face. И как только у нас будут сняты ограничения на перемещение, вот, и я смогу прилететь в Россию, я с большим нетерпением ожидаю возможности снова увидеть своих российских друзей и возможности поработать с вами лицом к лицу.
Спасибо. Спасибо большое, Нейл. Thank you very much, Mr. Neil. Спасибо, Ричард. Thank you, Mr. Richard.